Вот я выкроила 6 полос, соединила попарно между собой. У меня здесь расстояние 11 сантиметров, и от края я отложила по 11 сантиметров. У меня получилось 5 штук, и вот такая маленькая, но эту маленькую я тоже буду потом в процессе использовать. Вы сделали разметки на заготовке. Чтобы каждую полоску не резать, можно сложить их вместе, они у меня парные, выровнять и по начерченной линии нарезать. Сделала 3 стопки. В одной стопке у меня одна цветовая гамма. И теперь, что мы хотим придумать? Складываем их так, чтобы они у нас не совпадали. Берем с разных кучек и выкладываем. Разложила заготовки. Я еще не уверена, что у меня будет с краю, но середину я сделаю вот так, как шахматка. И поэтому я ее собираю вместе. Шов к шву, чтобы они у меня совпадали. Эти швы можно сделать, так как это шинца, вот так в разутюжку. Это все прогладить. Или одну заготовочку в одно направление пустить шов, а это в другую. Но желательно, чтобы ваши швы, они совпадали. И собираем длинную полоску. Шила я серединку. Швы у меня все здесь в середине совпадают, но здесь край, одна пляшет, другая танцует, поэтому мы выравниваем. Моя серединка, посмотрите, какой красивый контраст. Она бросается в глаза, она яркая, но третья моя полоса, оттенки практически одинаковые. Здесь придумать особо ничего нельзя. И вот смотрите, я пускаю один ряд. Так можем пустить, да? Ну, а это чередовать. Темное, светлое, темное, светлое. Или можно просто скомбинировать. Один убираем. Вот так. Через один пустить. Вот так, допустим. И все-таки уже как-то по-другому это смотрится. Теперь я пришиваю оставшиеся ряды. Собираю между собой и пришиваю к этой заготовке. Вот сшила я еще один блок, соединяю вместе. Швы я делаю вот так в разутюжку и здесь в разутюжку. Я потом это все отутюжу и сшиваю вместе. У меня получилось вот такое полотно. Видите, швы в разутюжке. Это значит в разные стороны. И теперь можно оставить так, но можно эти швы приукрасить. Я из ситца нарезала вот такие полоски. 5 одного цвета, 5 другого. У меня вот такая линейка, ширина 3 сантиметра. И я просто по ней положила ткань и отрезала. И теперь я хочу вот так пришить полоски. Чередую их. Одна такая, другая такая. И по этому ряду также чередовать. Посмотрим, что у нас получится. Когда мы будем пришивать полоски, изначально мы можем 2 стороны заутюжить на нужную ширину. И все. И вы спокойно возьмете, подложите и прошьете. А можно прошить. Вы положили на ширину лапки, пустили строчку. У вас строчка будет одна внутренняя, а другую подвернули, а другая строчка будет наружнее. Пришивая полоску, я ориентируюсь вот этого шва джинсового. И как раз, когда мы отворачиваем и подворачиваем, у нас получается примерно одинаковые полоски. Как раз закрывается шов, и они получаются у нас ровные. Ну вот, посмотрите, какая у меня своеобразное оригинальное полотно получилось. Теперь нужно обязательно отутюжить, выровнять края. Я взяла ватин. Это тряпка для пола. Она продается, она дешевая. Взяла нижнюю ткань, такую использовала дорогу, как у меня отделка. Нарезала полоски. Но полоски я буду делать двухцветные. И я примерно вот такими отрезками. Вот так у меня получается. И произвольно я нарежу вот эти, чтобы у меня стороны были не одинаковые, а были вот такие вот пестренькие. Я их сшиваю между собой и обрабатываю край.
А для удобства, чтобы легко было обрабатывать край, вы пускаете по периметру просто строчку или фиксируете булавками. Ну вот и все. Вот такая штука у меня получилась. Если хотите, это сидушка. Если хотите, это лежанка. Если сделать другую нижнюю сторону, какую-нибудь попроще ненужную ткань или что-то прорезиненное, это будет у вас коврик. Когда вы шиваете просто квадраты разных цветов, это одно. А если вы обыгрываете, что-то приукрасите другой тканью, вид уже становится совсем другой. Пока я шила эту сидушку, у меня возникло столько много идей, и я это вам покажу в следующих видео. Все ненужное превращаем в нужное. На этом все. Пока-пока. С вами Валентина Никита. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, присылайте смайлики. Будем дальше резать ткань и делать какие-нибудь изделия хорошие, нужные, полезные.